Друзья, всем большой привет! С вами снова Настя, и в этом видео я спешу поделиться с вами моим мастер-классом по плетанию очередной крышки для прямоугольного короба. Крышечка эта с внутренним бортиком. В общем-то, решила поэкспериментировать и спешу поделиться с вами своими наработками. Крышка плетется очень легко. Если вы обладаете навыком плетения прямоугольного донышка, то вы с легкостью справитесь с данным изделием. Если интересно, то смотрим далее. Сегодня не буду подробно останавливаться на плетении именно самого дна. Да, я думаю, все знают, как это делается. Выплетается дно узором ситец с одной трубочкой. Остановлюсь на ключевых моментах. И момент самый первый, основной, это размеры будущей крышки. У меня есть уже готовый короб, для которого крышка будет плестись, и замеряю готовые размеры по внешней стороне. У меня 40 ровно на 30 сантиметров. И далее уже перенести эти размеры готовые нашей будущей крышки на бумагу миллиметровку. Именно по этим размерам мы будем ориентироваться. Условием номер 2, которое очень важное, это количество трубочек в крайних стойках. Как вы видите, у меня ровно 3 трубочки в крайних стойках, а в других по 2. Почему? Благодаря такому количеству трубочек в крайних стойках я обеспечиваю именно тот зазор, да, необходим для четкого выплетания внутреннего бортика. То есть неважно, какими трубочками вы плетете, если вы плетете тоненькими трубочками основное изделие, то такими же точно плетите вашу крышку и выкладывайте стойки. Внутри стойки могут быть у вас одинарные, двойные, тройные и так далее. Здесь уже не так принципиально. Я плету на двойных, мне так нравится. И к тому же основное изделие сплетено именно на двойных стойках. Условие номер 3, которое для меня тоже немаловажно, я уже об этом не раз вам говорила, при выплетании прямоугольных донышек я всегда делаю четное количество стоек. Почему? При выплетании на четных стойках всегда из-под крайней стойки рабочая трубочка выходит наверх. Наверх с одной и с другой стороны. И это очень удобно. Это позволяет делать ровные петельки на крайних стойках. И если вдруг у вас хорошо получается плести на нечетном количестве стоек аккуратные, ровные, прямоугольные донышки, то я безумно счастлива, у меня так не получается, к сожалению. Далее. В общем-то, когда мы плетем наше изделие, конечно же, мы четко соблюдаем все грани, да, делаем это ровненько. И немножко не доплетаю я с одной и с другой стороны, потому что буду делать загибку. Если для вас это, ну, в общем-то, тоже сложность большая, то на самом деле загибку можно не делать, то есть просто доплетаете до нужного размера и просто стоечки эти подрезаете. Предварительно их можно немножко клеем ПВА прокапать, они склеятся. После покрытия изделия готового лаком, поверьте, вот эти вот боковые трубочки, да, плетения, оно никуда не деется, так как лак все-таки все это схватит, склеит, и все будет замечательно. Я пользовалась такой крышкой не 1 год, поэтому, в принципе, могу точно сказать, что если все правильно сделано, с плетением ничего не случится. Также вы можете сделать свою загибку, которая вам больше всего нравится. Я буду сегодня показывать свою, и поэтому продолжаем. Еще одно маленькое уточнение. Короб у меня по длинной части 40 сантиметров. Сколько же мне нужно не доплетать? Вот видите, здесь на загибке есть раз трубочка, 2 трубочка получается. И между ними такой маленький зазорчик. Вот от этого зазорчика до противоположного у меня ровно 38,5 сантиметров. Именно такое расстояние, длину я проплетаю для своей будущей крышки. Замеряю. У меня сейчас здесь, ну я просто знаю, ровно 38 сантиметров. Сейчас я проплету еще один последний ряд и приступаем к загибке.
Так, последний раз наращиваю рабочую трубочку. Подрезаю, срез делаю наверх и заостряю. Кончик трубочки немножко срезаю и обязательно прокапываю клеем. Все как обычно. Вставляю и слегка проворачиваю. Подгибаю, завожу за стойки. И еще раз наращиваю. Так, нарастила. И проплетаю последний ряд до конца. И сейчас мне нужно что сделать? Но я не имею возможности показать. У меня с другой стороны плетение начато таким же способом, потом уже покажу чуть позже. Мне, в общем-то, сейчас нужно опять сделать петельку, завернуть и подклеить вот в этом месте рабочую трубочку. Что я делаю? Промазываю клеем стойки аккуратно, совсем немножко. Клей у меня полимерный в шприце. И подклеиваю. Петельку жду. Третью, внутреннюю, я вровень с плетением подрезаю. Да, вы не забудьте, пожалуйста, промерить всю высоту, чтобы она была у вас ровная. Вот эти двойные стойки я также вровень с плетением полностью подрезаю. Аккуратно. По всей ширине. Так, гантелечку уже можно убрать. Кстати, я почему вот сейчас скотч специально не убирала, не отклеивала свое плетеное дно, для того, чтобы по диагонали стойки не повелись. То есть я сейчас с одной стороны загибку сделаю, а потом уже с другой стороны скотч от стоек буду отклеивать, только потом. Так, здесь мне, по-моему, ничего. Так. Здесь тоже, по-моему, вот так. Я уже не помню точно, как я делала. В общем, мне сейчас что нужно сделать? Беру рабочие трубочки из пакета, влажные трубочки, и немножко срезаю, ну, ориентировочно пару сантиметров, и затем промазываю клеем кончики. Можно немножко пообильнее, чтобы обеспечить себе скольжение. Сразу много трубочек не берите, потому что клей быстро подсыхает и может тяжело входить в плетение. Так, мне нужно расширить при помощи палочки слева от стоек обрезанных пространство и ввожу. Я надеюсь, вам видно, сейчас приближу. Да, довожу очень аккуратно. Видите, здесь ничего не видно. Все должно быть вровень. Следующую я уже ввожу чуть побольше. До третьей трубочки, где-то до серединки вот этой трубочки. Тут получается здесь вот так. Ну и получается, чередую их. Завожу под двумя, а затем уже под тремя рабочими витками. Назовем их так. Так, вот и клей уже на трубочках быстро очень сохнет. Ну, вроде все. Что, бусинка моя? Так, еще подклеила 4 стойки. И вот там, где у меня двойная стойка, получается последняя, точнее предпоследняя, перед крайней, я подставляю просто подстановочную какую-нибудь трубочку, потому что я потом ее буду впоследствии убирать. Здесь, смотрите,
ту трубочку, которую я подрезала. Я немножко сдвигаю виток, и получается где-то в районе середины этого витка подрезаю стойку. Сейчас это уберу и буду вводить вместо нее, подставлять еще одну, подклеивать рабочую трубочку. Также подрезаю, прокапываю клеем и вставляю. Виток поправляю, и у нас теперь здесь ничего не видно. Все, жду несколько секунд, когда клей схватится. Вот эту крайнюю нарастила. Подгибаю ее за стойки, вывожу влево. Также образую снова петельку аккуратненько и завожу за следующую стойку. То есть как мы делаем загибку на обычной корзинке, теперь я одну стойку за следующую аккуратно выкладываю. Смотрите, у основания пальчиком давлю, следующую поднимаю и перехватываюсь за нужную стойку, подтягиваю, точнее ее не подтягиваю, укладываю ее аккуратно, вот прижимаю. Трубочки влажные, слегка подсушенные. Ну, пока клей схватывался, все приклеивалось. Напоминаю, что вот эта трубочка у меня предпоследняя не подклеена, просто занимала ей место. И также за нее завожу стойку. Все, завела. Видите, что получилось? Теперь очень интересный момент. Как я и в своей любимой загибке показывала, раз, два, перед третьей расширяю немножко пространство, вставляю, довожу рабочую трубочку, делаю подгиб вот таким образом и небольшой срез. Срез можете делать прямой. Я делаю наискосок для того, чтобы было удобно вставлять. Все. Уложила ее первую. Теперь эту трубочку у меня получается самая крайняя и следующая за ней. У меня же их две осталось. Эту прям у основания можно палочку подставить. Подгибаю. Раз, два. Перед третьей. Она у меня уже пересушенная. Сухая-присухая, но ничего страшного. Все ровно получается. Аккуратненько. И теперь мне нужно вот эту крайнюю. Чуть-чуть, получается, повыше нужно делать подгибчик, чтобы она поверх легла слегка только что заведенной. Под прямым углом ее, видите, согнула и завожу чуть заранее. Вот в это место. Через одну стойку. Перед следующей. Также сгибаю вниз. Делаю небольшой срез и ввожу. Все, я клеем не прокапываю, ничего, мало ли нужно будет все переделать. Вот что получается. Ну и все, дальше по схеме. Загибки, левую крайнюю рабочую трубочку беру. И через раз, два, перед третьей также буду вводить плетение. Я прошу прощения, если руками что-то загораживаю. Крайне неудобно все это мне показывать. Ну, где-то сантиметр хвостик я оставляю. Если что, помогаю себе палочкой аккуратно. И ровненько выкладываю. Видите, что получается? Так, самая сложность это в конце. Когда мы продвигаемся, там получается скопление, нагромождение наших трубочек. Но мы совсем справимся. Так. Подогнула, завела.
Смотрите, если трубочки будут сильно переувлажненные у вас, они могут плохо заходить. Поэтому подождите тогда немножко, слегка их подсушите. Ну и снова получается перед этой стойкой, которая у меня как бы занятая, перед ней расширяю пространство также и ввожу в плетение. Все. Можно и даже вынуть уже, но нежелательно. То у меня в бок все. Лучше оставлю. И вот что у меня сейчас выходит. Вот такая вот история. Теперь вот эту рабочую... Теперь видите, вот я ее завела. Где у меня занятая стойка как бы стоит. Я завела, и вот в этом месте слегка ее подрезаю. Вот таким образом. Это же у меня и заведенная остается. Эту я укладываю. И мне ее нужно вставить, да, вот в это место. Также петельку слегка отодвигаю. Вот моя крайняя стойка. Я ее в том месте, да, посередине петельки где-то ориентировочно аккуратно подрезаю, вынимаю и довожу, получается, до этого места следующую рабочую. Подгибаю и ориентируюсь. Можно сначала чуть больше срезать под прямым углом. Клеем пока не прокапываю, просто примеряю. Ввожу аккуратно и смотрю, что когда я делаю упор, видите, топорщится. Ну, срезаю необходимое количество трубочки, длину, и снова подставляю. Смотрю, что получается. Вот теперь вроде хорошо. Теперь уже можно хорошо обильно промазать клеем, но относительно обильно. Чтобы руки не склеивать, помогаю палочкой или ногтем. В общем, требуется помощь посторонними предметами. Так, вот это моя петелька уже. Все. Ставила до конца. Петельки поправила все. Аккуратненько. Эту трубочку, которая осталась, я ее там срезаю, убираю. Этой теперь обнимаю. Образую петельку. И завожу вот вместо этой подстановочной трубочки. Подгибаю в этом месте. Делаю также срез и вставляю. В общем, вот такую загибку я сама изобрела. Не знаю, насколько она нормальная. Мне вроде все нравится. Единственное, мне кажется, что у меня вот здесь небольшой косяк. Да нет, все в порядке. Подправила петельку. Вот что получилось. Сейчас я камеру посмотрю, все ли вам понятно. Немножко приподниму. Вот видите, что получилось. Ну и все. Если нужно, можете все прокапать клеем, там промазать при необходимости. У меня все зафиксировано, ничего никуда не выпадает. Выправляю все. Теперь показываю на другой стороне. Ну, с другой стороны, я стойки сразу обрезала, малярный скотч убрала. И вот показываю, про какую петельку изначально подклеена, я вам говорила. Я начала плести свое дно, получается, вот с левой нижней стойки. Завела рабочую трубочку следующим образом. Вот у меня здесь был мягкий кончик. Я его прокапала клеем, подставила под 3 первые стойки, снизу обвела и начала плетение заводить за вторую стойку. Тут подклеивала и вот таким образом поступала. Переворачиваю, чтобы вам показать.
Вот она у меня, видите, подклеенная. Вот он хвостик. Все. Ну и теперь то, что я вам раньше показывала, то же самое проделаю и с этой стороны. Здесь я уже, как вы поняли, да, загибку сделала по диагонали. Теперь крышечка моя не ходит, поэтому я спокойно могу производить разные с ней манипуляции. Ну, поехали. Беру нарощенную, увожу ее под 2 крайние, образую петельку вровень с остальными и завожу за следующую стойку. Стоечки увожу одна за другую. Снова, чтобы не запутаться, беру заведенную вот эту первую, через раз, два, две перед третьей. Немножко расширяю, довожу, подгибаю под прямым углом, подрезаю, вставляю. Ну и вторую сейчас сразу же заведу. Здесь торопиться не стоит, чтобы наши хвостики не замялись, вот эти вот, которые мы заводим. Так, здесь видно, вам видно, прямо у основания подгибаю вправо через 2 перед третьей. Подогнула, завела. Я вот честно подрезаю вот эти хвостики, пыталась сделать их прямыми, но тогда они неровно заходят в нужное мне пространство. Если у вас получится их заводить не, ну, подрезая под прямым углом, то тогда так будет даже намного лучше. Здесь немножко повыше подгибаю через одну перед следующей. Напоминаю, что вот эти 2 крайние стойки у меня вообще абсолютно сухие. Все. Все хорошо. Так, ну и теперь далее. Пространство расширять не боимся. Чтобы все четко у нас заходило. Эта вот палочка, она у меня очень широкая. Так. И теперь перед подстановочной расширяю, завожу. Завела. Так, далее мне нужно подрезать трубочку в этом месте, одну лишнюю. Здесь отодвигаю раз, два, третью петельку. В районе середины обрезаю крайнюю стойку, трубочку, и завожу туда рабочую трубочку.
для загибки. Нет, немножко еще. Промазываю клеем. Завела. Так. Убираю, обрезаю. Эту вынимаю. Палочку пока подставлю. Обнимаю. Видно вам? Нет. Петельку. Вот. Подгибаю. Подрезаю. И аккуратно подставляю. Господи, боже мой. В общем, как-то так. Все поправляю аккуратно. Там вот у меня хвостик. Вот хвостик этот, который мы подрезали. Его нужно аккуратненько подправить под уложенную трубочку. Вот. Ну и все. Вот что получилось. Это вид сверху. Это вид с изнанки. Изнаночная сторона. Здесь, конечно, еще такое все страшненькое. Кое-где что-то нужно будет подтереть. Вот. Но сейчас мы дальше будем плести внутренний бортик. И вот в этих местах где-то у нас будет проходить плетение. Вот эти все места закроются. Это, в принципе, изнанка. Все будет хорошо.